20 миллионов лет назад выжившие жители системы Лиры, некогда отвергавшие технический прогресс, эволюционировали в течение эонов на разных планетах. Их страх перед технологиями Славии позволил им колонизировать и путешествовать к далеким звездам и, наконец, сражаться наравне с драконами. После тысячелетий конфликтов галактика вступает в новую и неопределенную эру. В предыдущей части мы рассказали о том, как выжившие жители Лиры преодолели страх перед технологическим прогрессом, отправились в космические путешествия, но теперь столкнулись с новыми проблемами. Война между драконианцами и лиранцами — это нечто большее, чем простая борьба за территорию. Это столкновение судеб, идеалов и глубоко укоренившихся убеждений. Древние рептилоиды, охваченные высокомерием своей непоколебимой власти, смотрят на новые цивилизации, готовые железной рукой навязать им свою волю. С другой стороны, лирианцы, терзаемые воспоминаниями о потерях и страданиях, горят желанием восстановить мир и создать новую эру надежды и единства. Старые страхи и новые надежды, взаимосвязанные в ткани мироздания, определяют путь разных рас. В следующих строках мы станем свидетелями судьбоносной битвы между Галактической Федерацией и Империей. Битвы, которая определит будущее галактики и раскроет истинную природу героизма и самопожертвования. Добро пожаловать во вторую часть и наш взгляд на события, происходящие после первых крупных сражений в нашей галактике. Информация, которую вам не нужно воспринимать на веру, но ее полезно иметь в виду, чтобы быть в курсе, чтобы хотя бы иметь информацию, а не принимать на веру то, что наиболее подходящее для него в данный момент. Добро пожаловать во вторую часть. Начав новую волну миграции, гуманоиды Лиры с чертами кошек с удивлением обнаружили, что вокруг них возникают различные цивилизации. Затерянные в древних законах, их общие предки стали неясны, поэтому каждая встреча с другими видами и мирами казалась новым открытием. Но это были лишь их сородичи, произошедшие от одного и того же лирианского семени Авиона. На протяжении веков различные пути эволюции, скрещивания и генетические вмешательства создали мозаику из различных рас гуманоидов, каждая из которых отличалась размером, цветом кожи и сознанием. В этой огромной вселенной вездесущие Драко и их влиятельные лидеры оказали влияние на множество рас, включая серых с Дзеты Ретиколи и гуманоидов Ориона, в основном вегов, известных как плеядианцы Ахела. Они нашли синхронизацию с расширяющимися амбициями Чиякара. Кульминацией этих взаимодействий стало образование империи Ориона. Но напряженность и разногласия между Федерацией и Империей оказались многочисленными и постоянными, поднимая вопросы о будущем галактических цивилизаций. Изначально война велась за территории, но затем она превратилась в войну мировоззрений и идеологий, и у многих были предубеждения против различных рас, которые находились под властью одной из сторон. На одной стороне была группа гибридных человеческих рас, которые объединились в Федерацию. Многие из ее членов хорошо помнили, как им пришлось пережить времена правления Империи Драко, и поэтому отвергали идеи колонизации и вмешательства в дела других миров. Они исповедовали идею служения другим. Философия служения себе начиналась достаточно невинно в умах тех, кто ее принимал. Она предполагала, что если каждый будет ставить во главу угла свои собственные потребности, то коллектив, естественно, будет удовлетворен, и это звучало обнадеживающе. Однако затем возникла парадигма, в которой забота о себе стала заботой о других, поддерживая привычный цикл виктимности на нашей планете. Эта борьба между Федерацией и Империей стала известна как Орионские войны, названные так потому, что большинство сражений происходило в системе Ориона и вокруг нее. Война длится уже тысячелетия.
И хотя бывали перемирия и времена более общего, более великого мира, чтобы назвать их, общая тенденция — это конфликт и бесчисленные поколения, выросшие в условиях войны, смерти, рабства, отчаяния и борьбы как нормального и естественного состояния. За сотни тысячелетий конфликты в созвездии Ориона уничтожили множество пригодных для жизни планет. Часто отмечалось, что ночное небо постоянно освещалось звездными взрывами, видимыми жителям планеты. Со временем многие жители решили бежать, ища убежища от нависшей угрозы порабощения или уничтожения со стороны империи. Эти тяжелые обстоятельства привели к распаду семей, а многие виды, склонные к сопротивлению империи, подверглись жестокому истреблению, сравнимому с геноцидом, которому подверглось еврейское население Земли. Кроме того, были созданы планетарные тюрьмы для содержания видов и рас, которые были менее технологически развиты и не имели сил для борьбы с империей. В самом начале существования нашей галактики, если взглянуть на нее линейно, говорится, что существует два основных типа рас. Одна из них — дракониане или влефантоподобные существа, обитающие в созвездии дракона. Полное название этой звезды — Альфа Драконис. Это белая звезда типа А с величиной 3,7. Раньше считалось, что это самая яркая звезда в этом созвездии, поэтому она и получила название Альфа. Другая раса — лирианцы из созвездия Лиры. В нашей Солнечной системе обитают 70% гуманоидов, 25% рептилий и 5% других типов существ. Хотя 5% могут показаться небольшим процентом, но важно понимать, что в нашей Вселенной около 100 миллиардов галактик. Даже 1/10 часть, даже 0,1% при таком соотношении означает, что существуют миллионы существ и рас. Созвездие Драка — это настоящая звездная система, по форме напоминающая змею. Если вы посчитаете звезды, то окажется, что их 16. С точки зрения времени и пространства Драка и Лира находятся относительно недалеко друг от друга, но в реальности их разделяют световые годы. У существ Дракониса интересное происхождение. Они не из этой физической вселенной. Андрогинная рептилоидная форма была изначальным проявлением существ в физическом царстве из первоисточника. Из-за своей андрогинности, будучи двуногими, рептилии стали жить с мыслью, что они являются высшими существами. Ведь за пределами физической реальности нет мужского и женского пола, есть только энергия. Рептилии двуполы, и для них не существует разделения полов. Они чувствуют себя очень могущественными. И по праву, потому что их ДНК не меняется в нашем понимании. Эоны. Их менталитет, осмелюсь сказать, заключается в том, что они в основном совершенны. И мы можем видеть это здесь, на Земле, на примере наземных гадов, крокодилов, змей, ящериц и так далее. Они практически не меняются. Они меняются каждое мгновение, поскольку мы уже знаем, что все мы энергия, но с доисторических времен их форма не менялась, если смотреть линейно, кто знает. Много. Это относится и к драконам-перевертышам. Генетика млекопитающих устроена таким образом, что она постоянно меняется, эволюционирует и адаптируется. У рептилий этот компонент не совсем так, и они считают, что эволюционировали до степени, сравнимой с исходной. Ненормативная лексика для тех из вас, кому это кажется странным. Что ж, как бы то ни было, планета Земля уже движется к новому шагу, новому движению, которое включает в себя более осознанные контакты, наблюдение за теми вещами, которые происходят вокруг нас. И если смотреть на это линейно, то для тех, кто нуждается в исправлении, затем для тех вещей, которые произошли и продолжают происходить вокруг нас. Вы не видите дальше земного, посмотрите вверх. Там не прекращается движение всевозможных огней, необъяснимых объектов и так далее, как земных, так и неземных. Идея притворяться, сдерживать всю эту энергию и делать вид, что все отрицаем, показывает, насколько мы не желаем.
заглянуть внутрь себя, в свои собственные системы убеждений и в первую очередь поработать с собой, чтобы увидеть там, насколько мы ограничены и как много мы готовы принять. Готовы ли мы выйти из логики, из того, что знает наша человеческая форма, и готовы ли мы вообще допустить другую точку зрения и перспективу как вариант, как возможность. С другой точки зрения и перспективы вы уже знакомы. Вы помните, как сняли фильм о рептилоидах? Да, он был снят Галактическим Альянсом, да? Это произошло непосредственно так, как это представляет себе командование, потому что последствия, которые последовали в очень близкой параллельной реальности, если бы этот фильм остался, были бы действительно катастрофическими для всех нас. И в этом их роль, в данном случае Федерации, Союза. Они постоянно на связи, следят за всем и вся с помощью всего человечества, но в то же время в очень экстремальных ситуациях вмешиваются. В основном они уважают свободу воли каждого, но в моем случае я сам нарушил свободу воли целой расы, в данном случае рептилоидов. И тот факт, что в данный момент я вообще имею возможность комментировать их, для меня действительно очень ценно, и я очень благодарен за эту возможность, потому что обычно я не должен был даже выпускать то, о чем мы сейчас говорим. Но на данный момент идея этих 3 серий заключается в том, дать ясность тем из вас, кто еще не смотрел на галактику, на Вселенную таким образом, чтобы допустить возможность человеческого выбора, что вы никогда не были одиноки, что на планете Земля никогда не было только нас. И чем скорее мы выйдем из этой ловушки матрицы, или я использую это выражение, тем быстрее мы сможем действительно заставить эту энергию и этот двигатель всей планеты двигаться и двигать нас все быстрее к этому взаимодействию, этому открытому контакту, о котором все уже задают вопросы. В ближайшие 2-3 года об этих вещах, которые должны произойти как события. Идея заключается в том, что все больше и больше мы позволяем невозможное и необъяснимые концепции и делаем их возможными в наших головах, потому что как только идея существует, все становится возможным. Как только вещь проявляется из источника, она возможна, она есть. И наша задача — понять, куда именно мы поместим ее на своем пути исследователей самой жизни. Эоны назад они приняли на себя задачу исправления вещей в физической Вселенной. Они оккупируют и нападают на все другие расы с целью поработить их и пополнить свою империю. По их мнению, в этом и заключается их миссия, и вы можете счесть такой образ мышления неправильным, но на самом деле он не является ни хорошим, ни плохим. Просто они так думают. Империя драконов входит в состав Орионской конфедерации, союзной с империей Ориона, что, возможно, дает некоторую свободу действий и независимость, насколько они это понимают. Звездная система Лира — источник всего человечества в нынешней галактике. Рост лирианцев от 2 до 2,5 футов. Некоторые из них голубоглазые, светловолосые, другие — рыжеволосые, зеленоглазые. Последние считаются пророками, провидцами. Они наделены необыкновенными экстрасенсорными способностями, могут путешествовать в другие измерения, добывать и переводить информацию. Именно по этой причине в древности людей с рыжими волосами объявляли демонами и ведьмами и сжигали на костре Инквизиции. Когда драконианцы узнали о том, что лирианцы — самая чистая раса, они решили напасть на них и изменить это. Нападение драконов. Большая часть Лиры и многие планеты вокруг нее были уничтожены. После разрушения Лиры образовалось более 110 новых колоний. Войны между драконианцами и лиранцами велись более 15-20 миллионов лет назад, а обычная земная история насчитывает всего несколько тысяч лет. Все, что выходит за пределы этого временного диапазона, определяется как доисторические времена, неудачная попытка науки стереть различные события. Оставшиеся в живых лирианцы перемешались с другими известными на тот момент частями галактики. Беженцы из этих цивилизаций
также рассеялись по различным звездным системам, чтобы колонизировать их и начать все заново. Звездная система, в которой мы находимся, часть этого процесса. Лирианцы колонизировали 2 планеты в нашей Солнечной системе — Марс и так называемую планету Мод. Это были единственные 2 планеты в нашей Солнечной системе, которые имеют водную атмосферу и могут поддерживать человеческую жизнь в ее нынешнем виде. Земля в то время была 2-й планетой от Солнца и была полностью покрыта водой, даже атмосфера жидкая. Конфигурация выглядит следующим образом. Меркурий, Земля, Марс, Маудек, Юпитер, Сатурн, Нептун и Оран, и больше ничего. Когда Маудек и Марс заселены, это так было на протяжении многих тысячелетий. Драконианцы используют замороженные кометы и метеоры в качестве оружия. Они вырезают их изнутри и используют внутренности. Перед самим объектом они создают небольшую черную дыру, чтобы он мог быстрее перемещаться по галактике или Солнечной системе. Когда ледяная комета вошла в нашу Солнечную систему, она нарушила орбиту Орана. Когда комета приблизилась к внутренней части Солнечной системы, она прошла в непосредственной близости от Юпитера, Мадека и Марса. Это вызвало конфликт с гравитационным полем Солнца, Юпитера, Марса и Маудека. Маудек также является крупной планетой с атмосферой. Эти конфликты с гравитационными силами, порожденными кометой, приводят к взрыву Маудека. Именно поэтому между Марсом и Юпитером существует пояс астероидов. Это остаток планеты Маудек. Комета образует карстовые воронки, через которые часть воды просачивается и уходит в недра. Оставшиеся в живых люди прячутся во внутренней части планеты или так называемой Агарте. Даже вот интересный факт, интересная скобка, не сценарная. Один из входов в Агарту находится в Болгарии, на Рильских озерах. НАСА признает, что на Марсе когда-то была атмосфера, океаны, как на Земле. На Марсе есть времена года. Например, марсианской весной часть северной ледяной шапки отступает, и в северном полушарии можно увидеть листву. Ха! Красный Марс, да? Вы также можете увидеть ручьи, по которым течет вода. На Марсе все еще есть жизнь. Будет правильным подчеркнуть это. 27 декабря в Алан-Хиллосе, Антарктида, был найден один камень. Утверждается, что он с Марса. Таким образом, они хотят сказать нам, что на Марсе есть формы жизни. Когда комета приближается к планете Земля, она выходит на ее орбиту. Под действием солнечного притяжения и орбиты кометы вращение Земли увеличивается. Часть воды в океанах испаряется и образуется атмосфера. Лемурия и Атлантида были основными континентами, которые поднялись над океаном, готовые к развитию жизни и новой цивилизации. Лемурия была одной из первых территорий, над которыми пролетела комета, находясь рядом с Землей. Комета вытолкнула Землю на орбиту 3-й планеты, а сама заняла место 2-й планеты. Солнечное тепло испарило лед кометы, который мы теперь знаем как планету Венера. Испарение льда образовало облачный покров, который можно наблюдать и сегодня. На Венере нет открытого магнитного поля. Она вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки относительно всех планет Солнечной системы. В 2012 году российские ученые утверждали, что рассматривали снимки с поверхности Венеры и на них видели 3 вида существ, передвигающихся по поверхности — динозавр, горпион и рептилия. Драконианцы были первыми разумными существами, колонизировавшими Землю. Вот почему они считают, что это их планета, а не наша. И с одной точки зрения, так оно и есть, но поскольку у каждой вещи есть 2 полярности, это вопрос фокуса. Но если мы выберем быть теми, кто будет, впадать в состояние жертвы и говорить, как нас контролируют и манипулируют нами, и все всегда так, и все идет по общему плану, что ж, на практике. Вы можете понять это? А потом выясняется, что вы не смотрели последний год за тем, что мы делали. После того, как Лемурия была колонизирована, рептилоиды были единственными, кто существовал в течение сотен тысяч лет. Для удобства объяснения мы рассматриваем их линейно.
Это было задолго до того, как беженцы Лиры прибыли на Землю с Марса и Малдека и основали цивилизацию, а также благодаря знаменитой Атлантиде. Вы можете посмотреть об Атлантиде, Лемурии. У нас есть несколько частей, несколько фильмов. Вернитесь назад, чтобы вы могли соотнести вещи, увидеть, как развивается история. Как бы банально это ни было, она циклична и повторяется до тех пор, пока не будут извлечены уроки. Что значит, если урок не усвоен? Это значит, пока мы не захотим сделать другой выбор, сделать выбор, выходящий за рамки самой проблемы, самого ущерба, вреда, который произошел. То же самое происходит с Лемурией и Атлантидой. То же самое происходит с Сириусом и Орионом. То же самое потом происходит с Церковью. То же самое происходит с Первой и Второй мировой войной. И по сей день. Итак, человечество, готовы ли мы сделать что-то другое? После долгих лет жизни под Марсом они решили подняться на поверхность и снова начать создавать различные колонии. Они также выбрали Землю или конкретное место, которое впоследствии стало известно как Атлантида. Лирийцы называли себя атлантами, и на их языке «атл» означало «вода». И что интересно, на языке майя «атл» также означает «вода», как и на языках других народов, проживающих в Атлантическом регионе. Лемурийцы воспринимали атлантов как захватчиков и оккупантов, которыми они на самом деле и были. Рептилии также были первыми на Земле, и с их точки зрения любой другой вид был бы незваным гостем. Вы знаете, как животные метят и защищают свою территорию даже сейчас. Но кто бы ни выплюнул, он свой, верно? Тот, кто пришел туда первым. На самом деле, млекопитающие и рептилии не предназначены для жизни в одной среде, поскольку их организмы требуют разных условий существования. Дело не в том, что они не могут жить вместе, ведь во Вселенной есть и это. Я просто подчеркиваю здесь. В качестве дополнения, около 12 миллионов лет назад в созвездии Сириуса Галактическая Федерация провела совет. Группа лиранцев, гуманоидных беженцев, нашла новую Солнечную систему и поселилась на развитой планете, которую первоначально называли Малдек. Но куда бы ни отправились эти беженцы, драконианцы и войны продолжались. Сирианские лирианцы поначалу не хотели вмешиваться, но напряженность росла, и вскоре между различными фракциями беженцев начались споры о том, как лучше поступить. Миры Сириуса были населены в основном беженцами, рептилиями, лиранами и млекопитающими, которые бежали от постоянных войн и разрушенных планет Ориона в поисках мира и разделения. Тогда там было принято сирианское решение. Чтобы обрести мир, одна из федераций предложила креативный план разрешения конфликта. Вдохновленные идеей космического или алхимического объединения полярностей, они предложили империи и федерации заключить брак между королевскими домами, чтобы создать общую правящую династию, смешав генетику гуманоидных членов Орионской королевской рептилоидной гуманоидной принцессы по имени Тиамат с высокопоставленным членом Федерации, лиранским принцем-гуманоидом по имени Тибериан. Была начата стратегия смешения кланов через браки и инбридинг. Была начата, что привело к появлению новой королевской гибридной линии. В исторических записях эти гибриды названы ануннаками или позднее атлантами. Почитаемые как божественные существа древними цивилизациями, такими как Месопотамия, Греция, Африка, Индия, Рим, Атлантида, как мы уже говорили, и даже как описано в Ветхом Завете. К сожалению, брак и последующая новая королевская линия не приносят того результата, на который надеются сирийцы и Федерация. Из-за разного происхождения они почти с самого начала были расой, разделенной между собой, и ануннакским королям было трудно объединиться в одну семью или придерживаться единого для всех галактик набора принципов. Кроме того, многие расы отказались присягнуть на верность новой династии, поскольку не были согласны с любыми генетическими манипуляциями с использованием ДНК рептилий. Однако благодаря этому союзу установился мир, который продлился несколько сотен тысяч лет
пока по всей галактике вновь не вспыхнула война. Многие межгалактические цивилизации процветали. Торговля и исследования связали такие системы, как Орион, Сириус, части Лиры, Драко, Вега и Плеяды. Это привлекло различные цивилизации в нашу Солнечную систему, что привело к конфронтации с Драко. Примитивные цивилизации в Лире и другие неизвестные расы остались нетронутыми более развитыми существами, придерживающимися политики никакого мяса. Однако некоторые рептилоидные фракции, не придерживающиеся подобных принципов, захватили контроль над этими цивилизациями, порабощая их и проводя над ними генетические эксперименты. Со временем, благодаря генетическим программам Драко и естественным эволюционным процессам, возникли многочисленные породы. Во Вселенной появилось множество рас, таких как приматы, рептилии, каниды, птицы, кошачьи, амфибии, инсектоиды и другие. Некоторые продвинутые расы даже выходят за пределы своих физических форм и существуют только как энергия или даже как мыслящий тип сознания. Мы можем представить себе облако мыслей. Рептилоидные расы населяют в основном Драко, Орион и Сириус, а также различные колонии по всей Вселенной. Некоторые драконианцы развивались духовно и создавали позитивные отношения. Особенно некоторые из колонны Альфа-дракона достигли вибрационного состояния пятой плотности, гармонично сочетаясь с другими расами пятой плотности. С 200 миллионов до 22 миллионов лет назад во Вселенной наблюдалось общее гармоничное развитие, периодически сменявшееся конфликтами и беспорядками. Земля, которая когда-то была Тиамат, теперь была весьма разнообразной и стала одной из 12 планет галактики, выбранных в качестве живой библиотеки или хранилища. В те времена тысячи раз также путешествовали сюда под защитой и властью королевы Тиамат со всех уголков Вселенной, чтобы посеять различные виды растений и животных. Осьминоги, грибы, орхидеи, львы, каниды и многое другое. Многие из них оставались на некоторое время, наслаждаясь богатым изобилием Тиамат. Сама королева драконов Тиамат помогла зародить жизнь и создала гигантскую гуманоидную расу андроидов под названием Намлуу, чтобы они служили хранителями живой библиотеки Тиамат, которая однажды станет частью планеты Земля. Намлуу — это раса, которую древние греки называли титанами, гигантами, которые были родителями богов, то есть раса гуманоидов ростом от 50 до 60 метров, существовавшая до прихода ануннаков. Эпоха мира и гармонии продлится в галактике около 5,5 миллионов лет до следующей Великой войны, известной как «Война в небесах». Группа разношерстных представителей королевской семьи Ориона, известных своим темным прошлым, нашла убежище на Маудеке, усугубив положение хвостовой части планеты. Эти существа, обладающие мощными многомерными способностями и различными аватарами, проявили влияние на жителей Маудека. Потомки побежденной линии рептилоидов с Земли, придерживающиеся идеалов самообслуживания, технологической зависимости и контроля, еще больше ускорили падение планеты в хвост. Переход к агрессии привел к угрозам в адрес мирных марсиан, переросшим в требование сдаться или завоевать Марс. Что-то очень-очень-очень знакомое. Конфликт привлек на помощь плеядианцев, вызванных мольбами марсиан, которые Модек расценил как провокацию, ведущую к жестокой конфронтации. Выжившие бежали на Сириус, к плеядианцам или на Землю. В ответ плеядианцы напали на Маудек, что привело к катастрофическому увеличению мощности энергосистемы Маудека по вине его лидеров. Это действие привело к разрушению Маудека, образовав пояс астероидов между Марсом и Юпитером и раздробив души его жителей. Эти фрагменты душ, а также души марсиан, нашли убежище на Земле, присоединившись к многочисленной популяции душ. Перед уничтожением Маудека 15 лидеров Ориона бежали в Атлантиду на 1000 и 2000 лет в прошлое, намереваясь повлиять на историю Земли. Эти события определили историю Земли. Группа Ориона объединилась с другими влиятельными фракциями и образовала то, что сегодня известно как общество.
Большинство плеядианцев работают над тем, чтобы помочь эволюции сознания человечества на Земле за пределами матрицы и того, что мы знаем как уровень третьей плотности. Санат Камара, ведущая группа с Венеры, создала пятимерный город Шамбала над Гоби, чтобы стабилизировать ситуацию на Земле, а позже создала четырехмерный город под ним. Работая с плеядианцами и эволюционировавшими марсианами, они помогали травмированным душам участников войны на Малдек-Марсе, которые воплощались в виде примитивных гуманоидов с ослабленными психическими способностями. Группа плеядианцев, поселившихся здесь примерно 17,5 миллионов лет назад и также живших в четвертой плотности, уже создала подземный город, и они приняли нахалов, а также помогли построить это сооружение. Затем нахалы вместе с группой плеядианцев и более высокоразвитыми марсианами, которые спаслись от разрушения атмосферы своей планеты в своих световых телах, начали помогать всем тем душам, погибшим в войне Малдек-Марс, которые парили вокруг Тиамата, позже известного как Земля, в огромном облаке, ожидая возможности воплотиться здесь. Они потеряли все свои экстрасенсорные способности и информацию и были едва в сознании. Они воплотились в матрице третьей плотности, как человекоподобные приматы, род которых мы знаем как Homo habilis. Активная ДНК была сокращена до 2 нитей, а остальные 10 существовали только как потенциальные. Причина, по которой в нашей летописи окаменелости так много различных видов рода Homo, появляющихся и исчезающих на протяжении миллионов лет, что последовало за этим периодом, объясняется как эволюцией, с одной стороны, так и постоянными генетическими манипуляциями со стороны различных групп звездных рас. На самом деле потомки этих племен в конечном итоге будут преобразованы ануннаками в Homo sapiens примерно через 2 миллиона лет после появления Homo habilis, Homo erectus и денисовцев. Кстати, есть замечательная информация, и я не знаю, пришло ли уже время, с помощью которой мы можем сделать дополнительную серию, чтобы увидеть различные и основные группы рас в галактике, как они расположены по отношению к землянам, где мы находимся в общей картине и как наш символизм связан с этими звездными семьями. И, собственно, график, который очень хорошо объясняет наши отношения, наше взаимодействие на протяжении многих лет. Кто-то говорит, мы и когда мы собираемся подключиться, у нас не было контакта. Очень многое зависит от того, как на это смотреть. Если мы возьмем племя, например, племя Дагонов, сколько лет назад они получили информацию о звездах, астрономии, о том, как ориентироваться по ним, и вообще о том, как создавать подобные вещи и взаимодействие вокруг них. Если мы посмотрим на другие сообщения, например, Эдгар Кейс, все контактеры, начиная с 30 лет и далее, обучающие этим знаниям, Ра и Единство, Крион, Башар, конечно, плеядианцы и так далее, Эбрахам, все это информация, поступающая через различные проявления. И если мы не настроились на эту частоту и не привлекли ее, чтобы увидеть, это не значит, что ее нет. Информация есть, ченнелинги проводятся уже давно. Это вопрос нашей шеи. Готовы ли мы открыть ее? Ментальная дверь. Ментальная дверь. Готовы ли мы допустить все это, если хотим продолжать жить в естественном порядке вещей? Потому что другая реальность, другая альтернатива, они цикличны, как я уже говорил, и история будет повторяться и повторяться. И повторяться. Эта динамика конфликта и отталкивания открывает новые пути и вызовы, ставя перед обеими сторонами вопрос, что необходимо для истинной интеграции и исцеления. Силы Сириуса, известного как звезда собаки, оказались центральными в этой борьбе, привлекая всех, кто искал ответы и новые начинания. Старейшины Сириуса, объединив свои силы, готовятся бросить вызов старым парадигмам и создать новые реальности, объединяющие полярности. Их задача нелегка, но она необходима. С каждым мгновением энергия Сириуса пробуждает надежду и новые возможности для эволюции. Как будет разворачиваться история галактической семьи в свете,
этих перемен, какие тайны будут раскрыты и как они изменят судьбу Земли. Эта новая глава — лишь начало захватывающего и таинственного путешествия, в которое мы погрузимся в поисках истин, способных изменить все. Если мы выберем это, то должны понимать, что какую бы информацию мы ни получали, даже в том виде, в каком мы представляем ее вам сегодня, какой бы ни была наша идея, если мы сами не сделаем этот шаг и не сделаем этот выбор, причем не просто мыслью, а действием, ибо мы живем в физической реальности, которая состоит из множества действий, реализующих проявления, а значит и всю нашу параллельную реальность, то будет правильно, если мы действительно возьмем на себя ответственность за то, что мы выбираем, за то, что мы говорим, за то, что мы делаем, за то, что мы обещаем сделать, и будем осторожны с обещаниями, которые мы даем, потому что лучше не делать и не говорить, чем говорить и не делать. Иногда последствия могут быть поистине катастрофическими, и мы можем вообще не понять, что натворили. А когда осознаем, бывает уже слишком поздно. Мы благодарны за то, что стали частью второй части этих галактических событий и конфликтов. С огромным удовольствием и ответственностью мы переходим к третьей части, и с этого момента мы создадим единое целое и будем двигаться вперед, пока же мы просто оставим все это на мачте. И посмотреть, что каждый готов взять из всего этого. Это огромный дар, возможность, радость, счастье и свобода для меня и всех, кто меня окружает, иметь возможность делиться всем этим и распространять это с такой скоростью, с какой оно распространяется. Если мы готовы действительно развиваться, я говорю не только о физическом развитии, то это правильно, что мы смотрим. Открыть дверь и быть готовым принять, отпустить контроль и почувствовать свободу, которая действительно находится в наших крыльях. Единственный шанс, который мы не летать, это если мы сами себе этого не позволим.